Настоящий итальянский хлеб чиабатта на закваске. Безумно вкусный, полезный и хрустящий. Для приготовления хлеба нам понадобится вот такая пшеничная закваска. Сегодня готовлю на ней. Но также можно приготовить и на закваске Левито Мадре. Закваска отлично выросла от метки, она сильная и готова уже к работе. А если у вас нет еще такой закваски, ссылки на рецепты, как вырастить закваску, а также приобрести уже готовую, я оставлю в описании под видео. В миску, в которой буду замешивать тесто, выливаю 420 грамм воды комнатной температуры, не холодной, не теплой, просто комнатной температуры. Далее добавляю 110 грамм пшеничной активной закваски и размешиваю закваску в воде, чтобы она растворилась. Пшеничная закваска отлично растворяется в воде по сравнению с Левито Мадре. Ну, в принципе, это не проблема. Дальше добавляю муку. У меня мука обычная, высший сорт, белок 10,3%. Но при желании можно взять высокобелковую. 13,5-14 грамм белка. Для чиабатты это будет еще лучше. Сегодня чиабатту я буду готовить гречневую, а значит добавляю еще 100 грамм гречневой муки. Больше гречневой муки не стоит добавлять. Дальше замешиваю тесто с помощью лопатки до полного его увлажнения. Вымешивать тесто долго не нужно. Сейчас нам нужно всего лишь смешать все в однородную массу, накрыть тесто и оставить на 1 час при комнатной температуре. На кухне у меня сейчас 28 градусов. За это время запустится процесс автолиза, мука полностью впитает воду, а белки начнут формировать каркас теста. Гречневая мука забирает влагу чуть дольше пшеничной, поэтому этот час важен, чтобы тесто стало более эластичным и с ним было легче работать дальше. Как я и говорил, накрываем и оставляем на 1 час. И только не нужно ставить тесто на солнце или куда-то потеплее. Комнатной температуры вполне достаточно. Остатки закваски не забываем покормить и отправить в холодильник на хранение до следующей выпечки. Так, прошел 1 час, тесто уже стало намного эластичнее. Процесс аутолиза отлично сработал. Клейковина частично развилась сама по себе. И теперь добавляем в тесто соль. Соли нужно 11 грамм. Соль всегда добавляем в основном в соотношении к муке на 100 грамм муки 2 грамма соли, плюс-минус. Дальше добавляем растительное масло. Идеально, конечно, добавлять оливковое масло, как в Италии. Масло нужно 25 грамм. Всегда при расчете влажности теста учитывайте и масло, которое добавляете в тесто. Так вы правильно посчитаете влажность. И теперь нам нужно хорошенько вмешать соль и масло в тесто. Чтобы они полностью и равномерно разошлись по всему тесту, вымешиваем спокойными движениями, так как в тесте у нас гречневая мука, а она не такая эластичная, как пшеничная. То вымешиваем спокойно и не спеша, до гладкости. Тесто у нас липкое, не пугайтесь, повышенной гидратацией. Это норма для чиабатты. Высокая влажность как раз поможет раскрыться еще лучше аромату гречки, а мякиш получится невероятно нежным и сочным. Так, думаю, достаточно. Посмотрите, какое уже тесто по консистенции гладкое. Очищаю руки и стенки миски от теста. Удобно это сделать с помощью вот такой силиконовой лопатки, предварительно смочив ее немного водой. Собрал все тесто, идеально очистил стенки. Это, конечно, не обязательно. Далее накрываю миску пищевой пленкой, чтобы тесто не подсыхало. Натянул как струну. Ставлю маркером метку, где сейчас находится тесто. Вот так. Сделал метку и теперь оставлю тесто при комнатной температуре на брожение на 2 часа. Напомню, температура у меня на кухне сейчас 28 градусов. Возьмите это за ориентир. Если у вас температура ниже или выше, то времени понадобится больше или меньше. Соответственно, наблюдайте за тестом, метка как раз будет вам в помощь. Прошло ровно 2 часа и посмотрите, насколько подросло тесто. Далее отправляю тесто в холодильник на холодную ферментацию минимум на 12 часов. Итак, следующий день у меня прошло все-таки 20 часов, раньше никак не получалось. Тесто отлично выросло в 3 раза, все воздушное, в пузырях, очень живое. Далее нужно присыпать стол хорошенько мукой, не жалея муки, чтобы тесто не прилипало к поверхности, так как тесто у нас очень нежное и при этом очень липкое. Так что обильненько присыпайте, по-итальянски. Перекладываем тесто на стол, присыпанной мукой. Гляньте, сколько пузырьков воздуха. Красота. И аккуратненько поднимаем миску. Есть. Присыпаем края тоже по кругу мукой, чтобы тесто не липло к рукам. И складываем тесто по кругу, как я. Складываем несколько раз конвертом. Тесто жидковатое, но так и задумано. Если тесто сильно липнет к рукам, обмакивайте руки в муке. В итоге у нас получается такой плотненький конвертик. Такое складывание конвертом заменяет нам привычный долгий замес руками. Мы не рвем слабую клейковину гречневой муки, а бережно наслаиваем ее слоями друг на друга. И каждый такой оборот запечатывает пузырьки воздуха внутри теста.
укрепляет его структуру и помогает нашей чиабатте держать форму при выпечке, а не расплываться по противню. Примерно вот такой результат у вас должен получиться витой. Подгребаю муку к тесту, сверху тоже обильно посыпаю мукой, не жалеем муки. Ведь гречневое тесто очень влажное, и чтобы тесто не прилипло к полотенцу сверху, если вы накроете полотенцем, вот так. Так что не жалейте муки. Но еще можно накрыть тесто вместо полотенца, чтобы не пачкать его в муке, вот таким контейнером. Что я и сделаю. И оставляю тесто подходить на 1 час при комнатной температуре. Прошел 1 час, тесто расстоялось. Далее делю тесто с помощью шпателя на примерно 3 равные части. Вот так разрезаю, шов теста присыпаю мукой. Беру заранее приготовленный пергаментный лист и каждый кусочек перекладываю на пергамент. Переворачиваю аккуратно верхом вниз. Подправляю и присыпаю еще немного мукой швы, если нужно. И все точно так же делаю с остальным тестом. Переворачивание чиабатты при переносе – это один из главных секретов ее формы. Так мы перераспределяем пузыри воздуха снизу наверх, в духовке они начнут стремительно подниматься, и наш гречневый хлеб получится более пышным, а не плоским. Друзья, что касается выпечки чиабатты, то если у вас нет камня для выпечки или других приспособлений, это совсем не проблема. К этому моменту вы просто должны уже разогреть свою духовку до 250 градусов на максимум, нагрев вверх-вниз, положение противня немножко ниже среднего. А также вместе с духовкой нагреваем и противень, на котором будем печь чиабатты. На дно духовки поставьте какую-нибудь металлическую пустую посуду, в которой будете наливать горячую воду для создания пара в духовке, который придаст ту самую тонкую и хрустящую корочку на хлебе. И вот тогда, когда духовка ваша полностью разогреется, мы на этот раскаленный противень выкладываем чиабатты, а в металлическую посуду наливаем примерно 200 грамм кипятка и закрываем духовку. Выпекаем так 15 минут с паром. Далее открываем духовку, убираем пар, снижаем температуру до 200 градусов. И выпекаем еще так 15-20 минут, до золотистой корочки. Достали чиабатты из духовки, дали остыть на решетке. При желании лишнюю муку можно убрать, чтобы вообще было все идеально. Вот так, с помощью кисточки или чистого тканого полотенца. Чиабатты, как по мне, получились очень красивые, воздушные, а какие они ароматные, это нужно слышать. Так, теперь давайте разрежем. Слушайте, как маняще хрустит корочка. Ну вот. То, что и стоило ожидать. Красивый ореховый цвет, средние поры. Сразу скажу, что от гречневой муки не будет больших пор. Ну просто идеальный итальянский хлеб. Еще чиабатты можно разрезать вот так и сделать с них сэндвичи или бутерброды. Ну божественный аромат, я не могу сдержаться. Красота. Друзья, настоятельно рекомендую испечь этот итальянский хлеб на закваске и написать в комментариях, как вам этот рецепт. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.